Всем привет! Вы на канале Куратив, и это видео о Substance Painter для начинающих. Меньше лишних слов, начнем! Откроем Substance Painter и создадим новый проект. File New. Первая вкладка — это у нас пресеты. Здесь есть пресеты для разных движков, такие как Unity, Unreal Engine. Мы будем использовать стандартный, это Metallic Roughness. Также пресеты можно будет поменять и в момент работы в программе. Далее нажимаем Select, здесь мы выбираем нашу модельку. Следующий Import Setting. Если в модельке много квадратов UDIM, то стоит поставить здесь галочку. Наша модель содержит только один UDIM, так что мы не ставим. Если в модельке нет камеры, и тоже не ставим галку. Разрешение. Здесь мы выбираем текстуру 4К. Чем меньше, тем будет пиксельней. Normal формат. Тут мы выбираем, какая карта Normally будет. DirectX или OpenGL. Моделька была скачана с игры Rust. Я уже проверил, и это OpenGL. Также в любой момент работы в программе можно поменять эту настройку. Далее здесь добавляются запеченные карты. У него есть карта Normal, и я ее добавлю. Нажимаю ОК, появляется viewport с моделькой. Если держать Alt и левую кнопку мыши, то будет вращение. Держать Alt и колесико — это перемещение, и Alt правая кнопка мыши — это масштаб. Если держать Shift и правая кнопка мыши, то можно вращать HDR-ку. Чтобы поменять HDRI, то переходим в настройки дисплея, и во вкладке можно выбрать любую HDRI. Opacity — это показать во viewport'е, и Blur — это размытие. Также давайте поставим тень и немного ее уменьшим. Включим антиалиасинг, я поставлю 50. Что это значит? Если выключить, то мы видим, как пикселит моделька. Давайте ее оставим включенным. Изменим цвет граней. Сделаем его серым. Теперь запечем карты Normal и Ambient Occlusion. В Normal я выберу ту карту, которую импортировал в начале, взята из игры. Нажмем на это и уберем все галки, кроме Ambient Occlusion, и поставим разрешение 4К. Нажимаем запечь. Если убрать Ambient Occlusion, то видим, что тень между деталями пропадает. Оставим наш Ambient Occlusion. Теперь хочу показать, почему не стоит использовать Layer, слой для рисования. Например, нарисуем здесь и хотим поменять цвет. Как видим, цвет не меняется, только можно рисовать поверх. Удалим и поставим Fill Layer, это заливка слоя. Здесь, если поставить цвет, то в любой момент можно его изменить. Удалим его. Теперь давайте сделаем деревянную рукоятку. Для этого перейдем во вкладку Материал и выберем материал дерева. Я выберу вот этот. Можно просто закинуть на модель или перетащить в слой. Как видим, появился шов.
Он появился потому, что материал поставился на UDIM. Надо поменять. Идем во вкладку Protection и выбираем Planar Protection. Берем манипулятор масштаб, подгоняем. Как видим, шов пропал. Теперь нам надо немного повернуть материал. Для этого возьмем манипулятор вращения и осью будем вращать. Примерно так. Надо указать материалу, что он будет на рукоятке. Для этого мы на материале поставим маску. Кликаем правой кнопкой мыши на материал, выбираем черную маску. Поставился черный квадратик. И на нем выберем Paint. Нажимаем на полигон Fill и выбираем, где будет ставиться материал. Этот значок значит, что будет выделяться полигоны. Это половина полигона. Это целый меш и отдельные детали, которые разделены в UDIM. Если вдруг вы неправильно выделили, нужно ползунок поставить на 0. Тогда то, что будет выделять, будет идти в обратную. Снова вернем 1, чтобы продолжить выделение. Далее сделаем цвет дерева темнее. Для этого в Base Color поменяем цвет. Поставим материал дерева здесь. Дублируем материал с помощью Ctrl-D. Уберу маску и поменяю вращение. Чтобы так на глаз не вращать, перейдем во вкладку 3D Protection. Rotation поставим на 180. Пусть будет так. Создадим на нем черную маску. Выберем Polygon Fill и UV Fill. Нажмем на модельку. Давайте поговорим о смарт-материалах. Смарт-материалы отличаются от обычного, то что им нужны карты. Normally, Position, Ambition и другие в зависимости какой материал поставим. Выберем этот смарт-материал для металла. Также поставим на него маску и выберем там, где будет находиться металл. Поставим на 1 и на UV Fill. Чтобы понять, где поставилась маска, на Viewport есть вкладка Material, и здесь мы можем поставить маск. Где отображается белый материал, там есть маска, где черный, там его нет. Также здесь мы можем посмотреть на другие карты. Вернемся в материал.
Давайте поменяем цвет в материале. Открываем его папку. Как видим, Smart материал содержит больше слоев, чем обычный материал. В этом слое поменяем цвет. Сделаем его темный металлик. Теперь поставим обычный материал на ткань. Выберу этот фабрик. Перетаскиваю в слои. И также поставлю маску. Осмотрим, поменяем цвет. Отлично. Теперь давайте покажу, как ставить альфа. Для этого создадим новый материал, Fill Layer и маску. Выберем маску и откроем вкладку альфа. Выберем любое альфа. Я выберу вот этот. Создадим на маске Paint. Уменьшим размер кисточки. И поставим примерно здесь. Перейдем в его материал. Уберем все, кроме Hake и Color. Hake карта показывает, где будет выдавливание или наоборот. Поставим примерно на минус 0,2. Чтобы цвет не отличался от основного, тоже уберем его. Вот так ставится альфа. Теперь покажу, как работают Smart маски. Создадим новый Fill Layer. Идем во вкладку Smart маски и поставим небольшую пыль. Как видите, маска не поставилась, потому что у нас нет карт. Давайте их создадим. Каместь удалим этот слой. И перейдем в Texture Set Setting. Нажмем Bake Mesh. Normal и Ambient Occlusion у нас есть. Уберем их. И нажмем Back. Ждем. Создались карты. Теперь опять создадим слой и поставим ту же Smart маску. Как видим, маска сработала. Например, отключим Ambient Occlusion. Отменим действие. Поменяем цвет, сделаем его чуть темнее. Немного уменьшим интенсивность.
Посмотрим через Mask. Отлично. Снова перейдем в материалы. Теперь давайте поставим материал на пули. Зайдем во вкладку материалы и выберем подходящий. Поставим маску и выделим пули. Теперь покажу, как поставить свою картинку на модель. Для этого перетащим картинку в программу. И выберу текстура. Также для этого проекта и импорт. Во вкладке текстура появилась наша картинка. Создадим новый слой. Отключим все, кроме Color. И в Color перетащим нашу текстуру. Изменим масштаб текстуры. Как видите, оно размножилось. Чтобы это убрать, во вкладке UV Wrap поставим None. Немного повернем. Текстура встала поверх материала ткани. Чтобы этого не было, слои с текстурой надо поставить ниже слоя с тканью. Вот и все, закончился урок по Substance Painter для начинающих. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ролики по 3D графике. И также не забудь поставить лайк. Всем пока и до новых встреч!